пришло мнение, что физика реальности меняется при попадании в четырехмерный мир, потому что там не работают законы Ньютона классического мира. И поэтому, просыпаясь, мы считаем, что это был сон. Я, естественно, проверял, правильно ли я думаю, и понял, что такая возможность существует. Вчера смотрю фильм, и в нем тоже говорят про возможности четырехмерного мира и сна. Это всегда бесит. Кажется, это ведь ты додумался до этого, а тут уже кино про это сняли. Оттуда можно увидеть все. Можно заглянуть внутрь вещей, никогда не заблудишься. Словно весь мир — это карта мира. Не может быть. Я хотела остановить время. Это мы спим. Все остальные бодрствуют, а мы видим сон. У меня лично так происходит постоянно. Я к этому уже привык. Я давно понял, чтобы попасть в другую реальность, ее надо придумать. И это и есть проблема. А так хочется, чтобы ты вперед попадал в ту реальность, а там уже разбирался как да что. Это же трудно вперед додуматься, потом попасть. Если ты думаешь, что я подтасовал все специально и хочу присвоить себе этот довод с четырехмерным миром, это общемировая проблема, когда человек считает, что это придумал он, и попадает в ту реальность, где это придумали до него, и обвиняют в плагиате. Этому даже название придумали. Неосознанный плагиат. Просто люди не могут принять то, что их мысли затаскивают в ту реальность, о которой они думали, которую они придумали, где этим уже пользуются. Реальный пример с плоской землей. Ты додумался, что она круглая, и живешь уже на круглой. А все остальные стали жить на круглой земле только через 200 лет. Да, такие тугие были люди. Если ты сейчас, как и Стругацкий, додумаешься, что Земля вогнутая, то и остальные будут постепенно подтягиваться к тебе, переходить из одной реальности в другую. А сейчас люди не такие тугие, и уже через лет 20 все подтянутся. Да, это смешно, но это как-то так. Не забывай про шизофрению. Подмена реальности вымыслом – это одна из разновидностей шизофрении. Когда больной шизофренией неадекватно воспринимает реальность, лишен возможности из-за своей болезни вести полноценную жизнь, либо же страдает раздвоением личности. Думай, Колька Коперник был шизофреник, или он придумал вариант гелиоцентрической системы мира? И как будет выглядеть наша Земля с новым мышлением человечества? Я, конечно, постараюсь научить тебя новому, нестандартному мышлению. Но меня давно волнует совсем другое. Как взломать мир, чтобы не мои мысли заносили меня в новую реальность, в которой уже с этим живут, а чтобы я вначале видел эти реальности и выбирал, в какую войти. Ну как тебе? Как думаешь, смогу я найти к этому ключ? Взломаю? Кстати, еще пример. Снится сон. Я вижу, как один тепловоз тянет сразу два поезда по одной и противоположной стороне рельс. Я проснулся, думаю, интересно, странный вариант тягача двух поездов. И в этот же день, вечером, смотрю фильм «Дивергент 2» и вижу, там такой же вариант поезда. Вот тебе доказательство, что вначале мы проживаем жизнь в одной реальности и считаем ее сном. Потом то же самое переживаем в другой. Если об этом забываем, для нас это называется дежавю. Точнее, опыт из параллельной реальности, прожитый нами же.